Привет, друзья! Вы на канале Device, и сегодня у нас на ремонте телефон Ulefone Bitage 2. Со слов клиента, проблема у него в том, что он потребляет 200 мА, а всем остальном он работает. Давайте проверим, включим. Телефон включается, функционирует. Давайте выключим, подключим к блоку питания и посмотрим, потребляет ли он 200 мА в выключенном состоянии. Двести не, всего лишь 30. Сейчас я вам покажу. Видим, да? Потребление 30 мА. Отключаем от блока питания. Будем разбирать и с помощью фрезера будем пробовать искать нашу поломку. Вскрываем корпус. Отключаем все компоненты и тогда подключим плату и проверим, может быть это проблема в каком-то компоненте. Откручиваем плату. Давайте сейчас подключим и проверим. Еще отключим камеру. Теперь подключим к блоку питания и проверим еще раз. Видим, что у нас есть потребление. При осмотре платы я понял, что она уже разбиралась, так как я думаю, здесь должен быть защитный экран. И следы флюса говорят о том, что в этой области ее грели. Тогда давайте начнем с этой области наносить флюс, ой, не флюс, а фрезер, и тогда посмотрим.
кажется, что дело вот этой микросхемки. Давайте еще раз посмотрим. Видим, она у нас первая начинает размораживаться. Показываем еще раз. Видим, да? Все, сейчас посмотрим, что это за микросхема. Мне не удалось узнать, что это за микросхема. Но давайте попробуем ее прогреть. Я думаю, когда грели что-то в этой области, ее двинули с места. Давайте попробуем ее поставить на место. Если это не поможет, тогда будем снимать и под микроскопом будем смотреть, что это за микросхема. Все остальные компоненты нужно закрыть, чтобы случайно их не повредить. Нанесем немного флюса. И начинаем разогревать. Давайте посмотрим, изменилась ли ситуация. Нет, ситуация не поменялась. Тогда я предлагаю, давайте ее снимем вообще и тогда посмотрим, изменилась ли ситуация. И да, запомним, что у нас ключ микросхемы был здесь, вот на этот угол. Так, плата остыла. Я предлагаю сделать следующим образом. Зачистить платформу и перекатать микросхему.
и поставить обратно. И тогда посмотреть, какой будет результат. Плата остыла, давайте посмотрим, какой результат. Сейчас я вам покажу, что у нас потребление пропало. Включаем плату. И видим, что у нас потребление пропало. Все, теперь будем пробовать перекатывать микросхему. Так, мы перекатали нашу микросхему. Сейчас попробую показать. Не фокусируется. Мы ее перекатали. Давайте найдем ключ и поставим на место. Все, подождем, чтобы плата остыла, и проверим. Итак, перекатка нашей микросхемы ничего не дала. Я заказал новую микросхему, но перед тем я выяснил, что это контроллер заряда. Заказал новую микросхемку. Давайте ее поставим. Ждем, чтобы плата остыла, и тогда проверим. Итак, плата остыла, давайте попробуем посмотреть на результат. Сейчас я вам попробую показать. Видим, что никакого потребления у нас нету. Давайте поставим плату на место и тогда проверим на работоспособность. Давайте соберем телефон и проверим. Давайте еще почистим плату сперва.
Отключаем камеры. Ставим датчики резинку. Прикручиваем плату. Подключаем коаксиальный кабель. Ставим верхнюю часть корпуса. Ставим батарею, включаем телефон. Выключаем и собираем дальше. Выкручиваем все винтики по корпусу. Включаем. Будем тестировать телефон. Я надеюсь, это видео вам понравилось и было для вас полезным. Все, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания.